Привет, друзья! В этом выпуске я, как всегда, коротко, интересно и по делу разберу ключевые события жизни в Германии. Сегодняшняя тема касается абсолютно каждого, кто уже находится в стране или только планирует переезд. Я подготовил для вас подробный анализ и практическую инструкцию о том, как правильно оформить прописку по месту жительства в Германии. Переезд сегодня в Германию из-за рубежа или обычная смена города внутри страны почти всегда упирается в одну из первых важных формальностей – это официальную регистрацию по месту жительства. И поверьте, это далеко не пустая какая-то бумажная волокита. Немецкая прописка – это фундамент вашей жизни в Германии. От правильного указания адреса напрямую зависит ваш класс налогообложения, открытие счетов в банке, оформление медицинской страховки и решение десятка других повседневных задач. В этом руководстве мы с вами пошагово разберем весь процесс. Вы узнаете, какие именно документы нужно подготовить, куда и когда обращаться, и в чем разница для граждан Евросоюза и выходцев из третьих стран, а также с какими скрытыми сложностями вы можете столкнуться и как их избежать. Весь материал я актуализировал под реалии из жизни в Германии в 2026 году, учитывая внедрение новых цифровых сервисов во многих немецких муниципалитетах. Сама же процедура регистрации в ведомстве по делам граждан официально фиксирует ваш адрес в государственных базах данных. Без этого шага вы не сможете полноценно пользоваться рядом государственных и коммерческих услуг в Германии. Сразу после прохождения процедуры регистрации чиновники выдадут вам на руки важнейший документ – это справку о прописке. Эту справку вас будут запрашивать при открытии счета в банке, при подключении интернет-услуг и даже при подписании договора на мобильную связь. Более того, именно на основе этого документа финансовые органы присваивают вам индивидуальный налоговый номер и рассчитывают локальные коммунальные сборы. Поэтому, друзья, пропускать этот этап регистрации в Германии крайне нежелательно. А дальше предлагаю вам разобраться, на кого именно распространяется эта обязанность и в какие временные рамки вам нужно уложиться. Федеральный закон Германии о регистрации обязывает каждого, кто въезжает в жилье на длительный срок, официально уведомить об этом государство. Внимание! Ровно 2 недели с момента получения ключей и фактического заселения в новую квартиру. Здесь правила одинаковые абсолютно для всех, и для граждан Евросоюза, приехавших, например, из Польши или Испании, и для граждан третьих стран. На этапе фиксации адреса в базе данных чиновники прежде всего проверяют корректность регистрации и документы. Разница начинается позже, когда гражданам третьих стран потребуется на основе этого адреса обращаться в ведомство по делам иностранцев для оформления вида на жительство, а гражданам Европейского Союза урегулировать налоговые и административные вопросы. Но эти 2 недели официальный срок абсолютно для каждого. Где же именно оформляется сама процедура и можно ли сделать все, не вставая с дивана? Традиционным главным местом оформления остается все тот же ведомство по делам граждан по месту вашего жительства. Но сегодня немецкие цифровые сервисы действительно продвинулись вперед. Сейчас во многих крупных городах активно внедряют гибридные онлайн-сервисы. То есть вы можете зайти на официальный сайт, городской портал, через специальную форму предварительно внести свои персональные данные, загрузить сканы документов и сформировать электронное заявление. Однако до полной автоматизации Германии на самом деле еще далеко. В большинстве муниципалитетов этот цифровой формат пока лишь помогает сократить время обработки документов. Вам все равно придется поймать свободное окошко для записи, термин и лично прийти в ведомство. Сотрудник должен проверить сами оригиналы документов, сверить вашу фотографию в паспорте и принять вашу подпись. Так что полностью избежать очередей и личных визитов пока не получится. Поймать свободное окошко для записи в крупном немецком городе сегодня – это настоящее искусство.
Лучший способ сразу зайти на официальный сайт вашей муниципальной администрации в раздел муниципального офиса гражданских услуг и выбрать там пункт регистрации. В мегаполисах вроде Берлина, Мюнхена или Франкфурта электронная очередь бывает расписана на 2 или даже 3 недели вперед. Если система показывает полностью занятые даты, не паникуйте. Ловите, друзья, лайфхак от опытных жителей. Обновляйте страницу сайта рано утром, примерно в 7 или 8 часов, когда база данных открывает отмененные записи. Также можно попробовать позвонить по сервисному номеру 115 или прийти к открытию ведомства в будний день, то есть живая очередь для срочных случаев в многих городах все еще работает. В маленьких же городах Германии и провинциальных коммунах все обычно гораздо проще, там вас нередко готовы принять даже в день обращения. Когда запись на прием термина наконец подтверждена, начинается самый важный этап – это сбор папки с документами. Немецкие ведомства известны внимательным отношением к формальностям, то есть если будет отсутствовать какой-либо важный документ или подпись, вам могут перенести оформление совершенно на другой день. Поэтому, друзья, лучше заранее подготовить бумаги по строго универсальному чек-листу. Основа основ – это ваш действующий загранпаспорт или удостоверение личности. К нему необходимо приложить заявление на регистрацию. Его желательно скачать, как я сказал, с сайта города и заполнить заранее, чтобы не терять время в самом ведомстве. Но главный документ, без которого регистрацию в Германии просто-напросто невозможно, это подтверждение от арендодателя о заселении. Это такая официальная справка, в которой владелец жилья подтверждает, что действительно сдал вам квартиру и разрешает регистрацию по этому адресу конкретных людей. Не путайте ее с обычным договором аренды недвижимости. Сам договор чиновники требуют далеко не всегда, а вот справку от собственника почти наверняка попросят предоставить в оригинале. Если же вы переезжаете всей семьей, обязательно добавьте в папку оригиналы свидетельства о рождении ваших детей и свидетельства о браке с сертифицированным переводом на немецкий язык. Любые несовпадения фамилии без официального подтверждения могут затянуть процесс вашей регистрации. Теперь же давайте, друзья, разберем специфические ситуации, когда стандартного набора бумаг может оказаться недостаточно. Если вы приехали из третьей страны, например, по рабочей или учебной визе, чиновники обязательно попросят ваш действующий вид на жительство, либо вклеенную в паспорт национальную визу категории D. Если же вы недавно сыграли свадьбу за пределами Германии и сменили, например, фамилию, вам потребуется свидетельство о вашем браке с апостилем и сертифицированным переводом. Для студентов особенно важно сразу принести справку о зачислении в университет, так как эта бумага упрощает дальнейшие административные процедуры и открывает, скажем так, доступ к льготным местным тарифам и студенческим скидкам на проезд. Давайте детальнее остановимся на обязательной справке о заселении от владельца жилья. Это правило Германия ввела еще, напомню, в 2015 году, чтобы сократить количество фиктивных прописок. Без этой бумаги оформить регистрацию в ведомстве, как правило, невозможно. То есть, по сути, это стандартный бланк, где указаны данные собственника, точный адрес недвижимости, дата вашего фактического заезда и, соответственно, подпись владельца. И здесь, друзья, есть важный нюанс. Если вы снимаете не отдельную квартиру, а, например, комнату в субаренду или временно проживаете у друзей либо родственников, именно они должны заполнить этот документ как принимающая сторона. Если владелец жилья откажется подписывать форму, процесс регистрации может серьезно осложниться. Я хочу еще привести пример знакомого юриста. У него в жизни был реальный такой случай, когда он помогал своему знакомому экспату оформлять эти документы в Германии. Арендодатель заполнил форму буквально за какие-то 5 минут прямо в день заселения. Он на всякий случай сделал качественную ксерокопию документа. Когда они пришли на прием, сотрудник ведомства без проблем абсолютно принял копию в архив.
но оригинал с подписью владельца внимательно проверил. На основе этого опыта я, друзья, хочу дать вам практический совет. Всегда просите, кстати, у собственника качественную цифровую копию, например, в формате PDF, и сохраняйте ее в облачном хранилище, так как это поможет сэкономить время и избежать лишних сложностей, если, например, ведомство запросит подтверждение адреса повторно через несколько месяцев. Давайте детально теперь разберем сам процесс заполнения бланка заявления на регистрацию. На первый взгляд, эта анкета кажется простой, но немецкая бюрократия требует высокой внимательности. Адрес нужно указывать точно в том виде, в каком он прописан в вашем контракте и в подтверждении от владельца квартиры. Ошибка даже в одной цифре или индексе может привести к проблемам с доставкой официальной корреспонденции. В Германии важная почта, например, от судов, банков и страховых касс, по-прежнему приходит в бумажных конвертах. И если данные не совпадут с регистрацией, письма могут возвращаться отправителю с пометкой «Адресат не найден». Но самый важный момент кроется в полях, где нужно выбрать статус вашего жилья. Основное место жительства или дополнительное место жительства. Если вы по работе или учебе живете сразу в двух, например, местах в разных частях Германии, важно правильно разграничить эти понятия. Ошибка в выборе статуса может привести к дополнительным расходам или, например, пересмотру налоговой нагрузки. Давайте разберем, почему это так важно сегодня. Ваш основной адрес – это та база, на основе которой государство рассчитывает вам налоги, определяет прикрепление детей к школе или детским садам, а также начисляет коммунальные платежи, зависящие от муниципалитета. Но как только вы официально регистрируете вторую квартиру, в некоторых немецких городах может применяться дополнительный налог на второе жилье. В зависимости от региона, сразу скажу, он может составлять около 10-15% от годовой чистой аренды без учета коммунальных услуг. Поэтому, если вы планируете снять, скажем так, небольшую студию ближе к работе в другом городе, стоит заранее уточнить местные налоговые правила, чтобы избежать неожиданных дополнительных расходов. И еще давайте, друзья, разберем, какие именно тектонические, скажем так, сдвиги в вашей интеграции происходят сразу после того, как клерк нажмет кнопку «Сохранить в базе данных». Вы не уходите из ведомства с пустыми руками. Вам мгновенно выдают ту самую справку о регистрации по месту жительства. Это всего лишь такой листок бумаги, но его юридический вес в Германии просто огромен. Она служит главным подтверждением того, что вы легально зафиксировали свой адрес. Именно ее в оригинале у вас потребует работодатель, медицинская страховая касса, тот же банк для открытия дебетовой карты и оператор связи для подключения домашнего интернета. Но самое здесь интересное начинается через 2 или 4 недели. Система автоматически передает ваши данные в Федеральное налоговое ведомство. И на ваш новый почтовый ящик приходит официальное письмо, в котором будет указан ваш персональный налоговый идентификационный номер. В Германии это такой 11-значный код, присваивается человеку один раз и на всю жизнь. Как только вы решите официально устроиться на работу, вы будете обязаны передать этот номер в бухгалтерию компании. Если затянуть с этим шагом, налоговая система может автоматически применять менее выгодный налоговый класс, и из вашей, соответственно, зарплаты будет удерживаться более высокая сумма авансовых платежей. Для тех же, кто въезжает в страну из третьих стран и планирует легально оставаться здесь дольше 3 месяцев, регистрация – это обязательная, друзья, процедура, а не добровольный выбор. Запомните важное правило разделения ведомств. Оформление прописки в гражданском офисе и получение пластиковой карты вида на жительстве в ведомстве по делам иностранцев. Это 2 абсолютно разных независимых шага. Но здесь работает жесткая такая иерархия. Вы, как правило, не сможете подать документы на ВНЖ, пока не принесете в миграционную службу именно свежую справку о прописке. То есть сначала адрес и только потом статус.
Что касается цифровизации, то прямо сейчас в этой сфере произошел конкретный шаг вперед. Сервис электронной регистрации по месту жительства официально развернули примерно на 75% территории Германии. Более 2500 местных ведомств теперь подключены к этой системе. Если у вас есть паспорт с функцией онлайн-идентификации, приложение Ausweis App на смартфоне и цифровое подтверждение от владельца жилья, вы свободно можете пройти процесс дистанционно. Государство пришлет вам защищенный файл для скачивания, и личный визит к чиновникам в ряде случаев может вообще не потребоваться. Но будьте предельно внимательны, используйте только официальные государственные порталы. В сети сейчас, вы знаете, я вам рассказывал, встречаются сайты-посредники, которые обещают, скажем так, быструю регистрацию без очередей, но не имеют официального статуса и могут вводить пользователей в заблуждение или запрашивать лишние данные. Главные грабли, на которые наступают, скажем так, тысячи людей при посещении ведомств, вполне предсказуемы. Топ-список провалов выглядит стандартно. Это визит без подтверждения от хозяина квартиры, перепутанный индекс в той же анкете, забытые дома оригиналы паспорта и бездумно поставленная галочка не в том типе жилья. В Германии цена такой невнимательности – это потерянное ваше время. Вас могут отправить на повторную запись и заставить заново ловить свободное окошко для термина. Чтобы не прогореть на этих мелочах, действуйте на опережение, то есть распечатайте бланки, сделайте четкие копии всех удостоверений, заполните каждую строчку анкеты дома и заранее получите у арендодателя готовую справку с подписью до визита. И не вздумайте опаздывать даже на несколько минут, вашу бронь могут аннулировать автоматически. Срыв двухнедельного дедлайна и поздняя явка на регистрацию могут привести к административным последствиям. Вы должны понимать, что по закону штраф за нарушение правил регистрации может составлять от 15 до 500 евро, а при серьезных случаях сокрытия адреса сумма может быть даже выше. В жизни при опоздании на несколько дней многое зависит и от конкретного ведомства. В одних, например, регионах относятся мягче, в других наоборот строже. Если у вас была уважительная причина, например, тяжелая болезнь, пребывание в клинике или задержка со стороны арендодателя со справкой, важно сразу предоставить подтверждение. Медицинские документы или переписка с владельцем жилья часто играют решающую роль. Во многих случаях при наличии доказательств штраф снижают или даже не применяют. Также, друзья, существует и обратная процедура, о которой на радостях часто забывают перед отъездом. Окончательное прощание с Германией, упаковка чемоданов и переезд в другую страну обязывают вас официально пройти снятие с регистрационного учета. Без этой финальной справки могут возникнуть сложности с расторжением некоторых долгосрочных контрактов, например, интернета или мобильной связи, а также с закрытием отдельных административных обязательств. Более того, в отдельных случаях налоговые данные могут оставаться активными до момента корректного снятия с учета. Поэтому сделать эту процедуру обычно нужно незадолго до выезда или вскоре после него. Точные сроки зависят от самого города. Например, сегодня во многих муниципалитетах это уже можно оформить онлайн через официальный портал города, прикрепив подтверждение выезда или даже новый адрес. Оставлять адрес в Германии, скажем так, в подвешенном состоянии не стоит, если в будущем вы планируете возвращаться без лишних административных проблем. Временное размещение, например, у приятелей, родственников или в гостевом доме часто сбивает людей с толку в плане юридических обязательств. Здесь закон Германии не преклонен. Даже если вы спите на диване в гостиной и не платите за аренду ни цента, принимающая сторона юридически становится вашим арендодателем. Тот человек, который предоставил вам квадратные метры, обязан заполнить и подписать для вас официальный бланк. С отелями и хостелами ситуация совершенно иная. Если вы приехали как турист и планируете выехать раньше, чем через 3 месяца, регистрационный учет вам, как правило, не нужен.
Отель сам фиксирует ваши данные при заселении, и этот шаг освобождает вас от визитов к чиновникам. Совершенно другие правила игры включаются, когда вы находите комнату через совместную аренду квартиры. В Германии это самый популярный на сегодня способ сэкономить на жилье, но здесь также скрыта важная юридическая тонкость. Человек, который сдает вам комнату, чаще всего сам является обычным нанимателем, а не собственником. Перед тем, как подписывать договор субаренды и нести документы клеркам, вы обязаны запросить бумагу, в которой главный владелец недвижимости официально разрешил субаренду. Если главный арендатор квартиры оформил вам бланк без согласия собственника, немецкое ведомство может проверить адрес по своей базе данных. Выявление такой ситуации может привести как к отказу в прописке, так и к дальнейшим юридическим последствиям для вас, вплоть до пересмотра условий проживания. Поэтому, чтобы не бегать по инстанциям неделями и закрыть весь процесс максимально спокойно за один визит, вам понадобится четкий, отточенный план действий. Сбои в этой цепочке крайне нежелательны для вас. Первым делом заходите на городской портал и аккуратно заполняйте эту анкету. Вторым шагом забирайте у арендодателя оригинал официального подтверждения. Третьим проверяйте, чтобы в вашей папке лежали оригиналы паспортов и все необходимые свидетельства с сертифицированным переводом. Только после этого бронируйте свободный временный слот через электронную очередь. Приходить на сам прием, как я сказал, лучше за 5-10 минут до назначенного времени, чтобы спокойно сориентироваться на месте по номеру талона на электронном табло в коридоре. Сама процедура у клерка занимает около 15 минут, чиновник сверит подписи, внесет данные в систему и выдаст вам официальную справку. Сразу же сделайте ее качественный скан и сохраните копию себе на телефон. Этот документ станет вашим главным пропуском во все государственные и коммерческие структуры Германии на ближайшее время. Я, друзья, надеюсь, вам понятно уже, что официальное закрепление адреса в Германии – это важный стартовый шаг для всех остальных жизненных процессов. Без этого шага вы можете оказаться в роли цифрового призрака. Немецкие банки часто блокируют попытки открыть даже самый простой расчетный счет, а операторы связи могут отказать в заключении долгосрочного контракта на мобильную связь. Хуже того, в ряде случаев вы даже не сможете активировать государственную медицинскую страховку и записаться к семейному врачу. Налоговая система при отсутствии адреса не сможет также корректно рассчитать ваши фискальные параметры, а без этого у многих работодателей возникают сложности с оформлением выплат. То же самое касается и детских пособий и социальной дотации. Пока в системе нет подтвержденного адреса, доступ к части услуг может быть ограничен. В каких же ситуациях имеет смысл делегировать эту задачу профессионалам и воспользоваться платным сопровождением? Например, если вы пока не говорите по-немецки, чувствуете стресс при общении с ведомствами или ваше время стоит слишком дорого, профессиональные консультанты и переводчики могут взять часть организационных вопросов именно на себя. Они помогают подготовить анкеты, найти свободные слоты в электронной очереди и сопровождать вас в ведомстве в качестве переводчика. Но особенно полезны такие сервисы в конфликтных ситуациях, например, когда арендодатель отказывается подписывать официальный бланк заселения. Специалисты могут помочь составить грамотное обращение, напомнить о возможных штрафах, последствиях за сокрытие проживания и ускорить решение вопроса в рамках закона Германии. Специфика оформления документов также варьируется в зависимости от того, к какой именно социальной группе вы относитесь. Базовый стержень всей процедуры, конечно, один для всех. Но у каждой категории приезжих есть свои подводные нюансы, которые важно учитывать еще до визита в инстанции, чтобы, соответственно, не затянуть интеграцию на долгие месяцы. Паспортный статус накладывает также жесткий отпечаток и на то, как именно ведомства будут вести ваше дело после фиксации адреса. Для выходцев из Евросоюза или Европейской экономической зоны процедура максимально упрощена.
Клерку достаточно показать действующее удостоверение личности и бланк от хозяина квартиры. Никаких абсолютно дополнительных разрешений на пребывание оформлять не нужно, но эта фиксация в базе данных критически важна, чтобы европейская страховка и налоговое ведомство заработали в едином поле. Совершенно в другие тиски зажаты сегодня граждане третьих стран, прописка для них это лишь первая ступень той ракеты. Сразу после получения заветного листа бумаги вам придется собирать новое досье и обращаться в ведомство по делам иностранцев. Миграционные службы Германии обычно не начинают рассматривать заявление на выдачу при продлении пластиковой карты ВНЖ, пока в их компьютерной системе не отображается именно тот заветный ваш официально подтвержденный адрес. У студентов, наоборот, своя специфическая логика. Помимо базовой папки документов, вам необходимо предъявить и справку из университета. Именно на ее основании ваш адрес фиксируется как основное место жительства, что автоматически открывает доступ к льготным студенческим проездным, скидкам, например, на медицинскую страховку и освобождение от налога на второе жилье. Отдельный, друзья, квест – это попытка легализоваться через долгосрочный съем комнат на туристических платформах. Если вы заселяетесь на неделю или, например, 2, государство вас обычно не рассматривает как подлежащих регистрации в общем порядке. То есть вы считаетесь обычным туристом. Но как только срок вашего проживания переваливает за 3 месяца, в силу вступает федеральный закон Германии об обязательной регистрации. В этот момент хозяин апартаментов фактически перестает действовать как ательер и, соответственно, становится арендодателем в правовом смысле, который обязан выдать вам тот заполненный бланк. Если владелец начинает увиливать, заявляя, что платформа запрещает прописку, на самом деле это не всегда соответствует реальным требованиям закона, и в таких ситуациях важно ориентироваться на официальные правила регистрации. В таком случае сохраняйте переписку и документы по бронированию. С этими материалами можно обратиться в ведомство для разъяснения ситуации и оформления регистрации по установленной процедуре. Чтобы сберечь нервные клетки и закрыть весь квест без лишней головной боли, планируйте визит в ведомство на утренние часы. Первая половина дня, друзья, это часто самое спокойное время, когда поток посетителей еще не максимальный, обработка данных идет более стабильно. Сформируйте ту идеальную, жесткую папку, разложите оригиналы документов, ксерокопии, фотографии и распечатанные анкеты по отдельным файлам. Прибыть к дверям учреждения лучше примерно за 10 минут до назначенного времени. Этого зазора обычно хватает, чтобы спокойно найти и нужный этаж, сверить свой номер на электронном табло и зайти в кабинет в момент вызова, без риска пропустить очередь или начать прием в спешке. Если же ваш уровень немецкого пока находится на нуле или вы не уверены в терминологиях, по возможности не идите на прием в одиночку. Возьмите с собой переводчика или, например, человека, который свободно владеет языком. В крупных городах сотрудники обычно готовы работать с иностранцами, но в официальной процедуре важно, чтобы все данные и ответы были правильно поняты и зафиксированы. Один какой-либо неточный ответ или недопонимание вопроса может привести к тому, что процесс придется повторять заново. Давайте составим четкое расписание на ваши самые первые, скажем так, 7 дней после получения ключей. В течение этой стартовой недели вам необходимо выполнить 4 стратегические задачи. День 1 и 2. Постарайтесь получить у собственника недвижимости тот самый заполненный официальный бланк подтверждения. День 3. Зайдите на муниципальный портал, скачайте и аккуратно заполните регистрационную анкету. День 4. Попробуйте записаться через электронную очередь, поймать то свободное окно, о котором я говорил, для визита, или изучить цифровые сервисы вашего города, если доступна дистанционная подача. К 7-му дню у вас должен быть, скажем так, готов четкий план с датой визита к чиновникам. Такая самодисциплина ваша в первую неделю помогает избежать всех административных проблем и позволяет быстрее выйти на доступ
ко всей социальной и даже финансовой системе Германии без лишних задержек. А теперь, друзья, давайте еще с вами ответим на самые популярные вопросы, которые регулярно прилетают от вас, от зрителей. Я отобрал 7 наиболее острых тем, с которыми люди постоянно сталкиваются сегодня в Германии. Вопрос первый. Нужно ли регистрироваться, если я приехал в Германию всего лишь на 1 месяц? Если вы планируете обычную короткую поездку и собираетесь выехать из страны раньше, чем через 90 дней, то бегать по инстанциям вам, друзья, не нужно. Закон дает туристам освобождение от этой процедуры. Но если вы сняли, например, обычную квартиру по краткосрочному контракту ровно на 30 дней и планируете дальше продлевать аренду или переезжать в другой немецкий город, лучше сразу зайти на сайт местной мэрии. В некоторых строгих муниципалитетах Германии могут требовать фиксировать адрес, если вы планируете любые официальные действия, например, покупку проездного или открытие временного счета. Вопрос второй. Что делать, если хозяин квартиры наотрез отказывается подписывать официальный бланк заселения? В такой ситуации нужно сразу переводить разговор в правовое поле. Напомните своему собственнику, что по федеральному закону о регистрации он имеет обязанность подтвердить факт вашего заезда в течение 2 недель. Если арендодатель продолжает увиливать, ни в коем случае не передавайте ему деньги без подтверждений и постарайтесь зафиксировать всю ситуацию письменно. Сделайте какие-либо скриншоты вашей переписки, возьмите на руки контракт и идите на прием в гражданский офис. Сообщите клерку о поведении хозяина жилья. Ведомство в таких случаях обычно разбирается в ситуации и может применять меры к собственнику, включая штраф до 1000 евро, а вам оформят документы на основании договора. Вопрос третий. Сколько времени придется ждать заветное письмо с индивидуальным налоговым номером после прохождения процедуры? Обычно Федеральное налоговое ведомство присылает этот 11-значный код, как я сказал, на ваш новый почтовый ящик в течение от 2 до 4 недель. Система работает в автоматическом режиме и никаких отдельных заявлений писать не нужно, но если, друзья, прошел уже 1 месяц, а в вашем почтовом ящике пусто, не стоит просто ждать дальше. Справка о прописке дает вам право лично обратиться в местную налоговую инспекцию и запросить номер на месте, либо отправить повторный запрос через официальный государственный портал Центрального федерального налогового ведомства. Дальше, вопрос 4. Можно ли прописать несовершеннолетнего ребенка, если его свидетельство о рождении выдано на родном языке и нет немецкого бланка? Да, в большинстве гражданских офисов в Германии сотрудники принимают оригиналы иностранных документов, если они выданы на латинице или имеют международный формат. Однако в отдельных регионах клерки могут потребовать официальный сертифицированный перевод, выполненный присяжным переводчиком в Германии. На этапе первичной фиксации адреса в базу данных вас, скорее всего, пропишут по паспортам, но для всех последующих процедур, например, для оформления детских денег или записи в школу, перевод все равно, друзья, может понадобиться, так что лучше подготовить его заранее, чтобы не тормозить процесс. Давайте продолжим наш разбор и переходим к 3 финансовым вопросам, которые чаще всего вызывают путаницу у жителей Германии. Вопрос 5. Каков точный порядок действий, если я просто переезжаю из одной немецкой квартиры в другую? Друзья, при смене адреса внутри страны вам не нужно проходить процедуру выписки со старого места жительства. В Германии действует, скажем так, сквозная система учета. Вы просто берете ключи от новой квартиры, забираете у нового арендодателя свежезаполненный бланк подтверждения и в течение тех же 2 недель, о которых я вам сказал, идете в местный офис гражданских услуг по вашему новому району. Как только клерк внесет в базу данных ваш свежий адрес, система автоматически отправит электронное уведомление в ведомство вашего старого города и снимает вас с учета там без вашего личного участия. Вопрос 6.
Что делать, если оригинальный лист справки о регистрации потерялся или пришел в негодность? Без этой бумаги вы, друзья, не сможете решить ряд важных вопросов, но паниковать все-таки не стоит. Вам достаточно зайти на сайт мэрии вашего города или лично обратиться в ведомство и запросить повторное свидетельство о прописке. Эта услуга в Германии на самом деле платная, но стоит относительно она недорого, и в зависимости от федеральной земли с вас возьмут сервисный сбор от 5 до 10 евро. Более того, сейчас во многих цифровизированных муниципалитетах этот дубликат можно скачать также и в формате PDF через свой личный кабинет на городском портале, оплатив сбор онлайн карточкой. И вопрос у нас 7-й, финальный. Нужно ли оформлять прописку, если я арендую не отдельное жилье, а просто какое-то место или комнату через краткосрочные сервисы бронирования? Здесь работают тоже, друзья, критерии – это время. Если ваш контракт или бронь оформлены на срок менее 90 дней, вы обычно считаетесь временным гостем и регистрация, соответственно, не требуется. Но как только суммарный срок вашего нахождения по этому адресу переваливает за 3 месяца, у вас возникает обязанность зафиксировать адрес в общедоступной базе. Хозяин недвижимости в этот же день обязан выдать вам ту полноценную справку о вселении, а вы, соответственно, отнесете ее чиновникам, иначе обе стороны могут столкнуться с штрафными последствиями. На этом, друзья, наш подробный разбор регистрации в Германии завершен. В следующем выпуске мы с вами продолжим разбирать новые немецкие законы, социальные выплаты и бюрократические нюансы. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные инструкции для вашей жизни в Германии. Каждому из вас огромное спасибо за просмотр до самого конца.